Глава 42. Тогда принц наклонился и обратился к сабле. «Здравствуй». Услышав приветствие, глаз прищурился еще сильнее и прямо-таки вытянулся дугой, будто улыбаясь в ответ. Глазное яблоко поворачивалось то вправо, то влево, столь подвижно, что казалось, это вовсе не вырезанный на рукояти сабли узор, а настоящий глаз, ничем не отличающийся от человеческого. Хуа Чен приподнял уголок губ. «Гыга, ты ему нравишься». Сэлянь посмотрел на него. «Правда». Хуа Чен повел бровями. Правда. На тех, кто ему не нравится, он даже не смотрит. Эмину вообще очень редко кто-то нравится». После таких слов Сэлянь обратился к сабле. «Что ж, благодарю тебя», затем вновь повернулся к Хуа Чену. «Он мне тоже очень понравился». Услышав его слова, глаз принялся непрерывно моргать, а висящая на поясе Хуа Чена сабля вдруг задрожала. Но Хуа Чен отрезал. «Нельзя». «Сэлянь». «Что, нельзя?» Хуа Чен повторил. «Нельзя». Эмина снова затрясло, будто сабля изо всех сил старалась выпрыгнуть из ножен. Сэлянь поинтересовался. «Ты это ему говоришь, нельзя?» Хуа Чен преспокойно ответил принцу. «Да, он хочет, чтобы ты его погладил. Я запрещаю». Сэлянь расплылся в улыбке. «Но что же в этом плохого?» И протянул руку к сабле. Эмин тут же широко распахнул глаз, будто в нетерпеливом ожидании. Сэлянь подумал, здесь трогать нельзя, если попаду в глаз, ему будет больно, и потому опустил руку пониже, аккуратно скользнув по изогнутым дугой ножнам. Глаз от его действий окончательно превратился в тонкую щелку, а сабля задрожала с новой силой, словно от удовольствия. Сэлянь, поглаживая саблю, чувствовал себя довольно необычно. Животные всегда тянулись к принцу, и раньше ему приходилось гладить пушистых котят или щенят, при этом они также жмурились от удовольствия, то и дело прижимаясь к его груди с фырканьем и сапением. Но когда ощущения от прикосновения к изогнутой сабле из холодного серебра, и не просто сабле, а легендарному проклятому клинку, оказались почти неотличимыми от поглаживаний щенка, это стало для принца неожиданностью. Да разве же это, кровожадная демоническая сабля, клинок, приносящий несчастье? Сэлянь и так не верил в слухи, а когда увидел своими глазами, так и вовсе выкинул те злые наветы в мусорную корзину с надписью «Не верить». Невозможно при помощи кровавого и бесчеловечного темного ритуала сотворить такое милое и смышленое создание, наделенное сознанием. Они еще немного задержались в оружейной, обмениваясь мнением о легендарных драгоценных клинках, после чего Сэлянь в приподнятом настроении взял Хуа Чена за руку и вместе с ним вернулся в Дом Блаженства. Юношу тоже привели туда, уже умытого, причесанного, переодетого в чистое одеяние и с белоснежными бинтами на голове. И хотя лицо его по-прежнему скрывалось за плотными повязками, юноша будто полностью преобразился. Изящные очертания худощавых рук и ног выдавали в нем прекрасного молодого человека, каким он должен был выглядеть. Вот только сейчас юноша опасливо ссутулился и опустил взгляд, будто не решался стоять с поднятой головой. Его вид вызывал сочувствие. Сэлянь усадил его и произнес. «Дева Сиаин перед тем, как уйти, поручила тебя мне. И я пообещал, что позабочусь о тебе. Но я все же должен спросить, желаешь ли ты с этого дня и впредь следовать за мной и заниматься самосовершенствованием?» Юноша остолбенело уставился на принца, будто не смел поверить, что кто-то будет помогать ему самосовершенствоваться. Он смотрел на принца с колебанием, но в то же время и с надеждой. Сэлянь добавил, условия, в которых я живу, с трудом можно назвать хорошими, но я точно могу пообещать, что тебе не придется больше прятаться, красть еду и терпеть побои. Произнося это, принц заметил, что Хуа Чен рядом с ними, прищурившись, смотрит на юношу ледяным, испытующим взором. Сэлянь мягко продолжил. «Раз уж ты не можешь вспомнить свое имя, давай дадим тебе новое». Юноша, подумав, произнес. «Ин». Сэляня посетила догадка, что парнишка решил таким образом почтить память девы Сиаин, поэтому принц кивнул. «Хорошо, прекрасное имя. Ты из государства Юнань, а фамильный знак царствующего дома государства Юнань. Лан, как насчет такого нового имени?» Лан Ин. В итоге юноша медленно кивнул. Сэлянь понял, что такой ответ можно считать согласием отправиться с ним. И началось пиршество.
Это был небольшой прием, который Хуа Чен устроил специально в честь Сэляня. Однако по размаху мероприятие ничем не уступало празднеству в честь нескольких десятков гостей. Грациозные девушки, держа в руках яшмовые блюда, наполненные разнообразнейшими лакомствами, лучшими винами, фруктами и закусками, изящной походкой будто в калейдоскопе прохаживались одна за другой по главному залу. Каждая, приближаясь к кушетке из черного нефрита, подавала кушанье гостям. Лан Ин вначале только смотрел, не решаясь притрагиваться к пище. Лишь когда Сэлянь подвинул прямо ему под нос несколько блюд, юноша начал осторожно есть. Пока Сэлянь смотрел на мальчишку, в его памяти внезапно возникла другая картина. Такой же мальчик, с лицом, замотанным бинтами, весь покрытый грязью, сидит на корточках и жадно поедает фрукты с блюда для храмовых подношений, которые держит на коленях. В этот момент мимо прошествовала очаровательная девушка в легком пурпурном платье. Она поднесла кувшин с вином. Хуа Чен протянул руку к вину, наполнил чашу и спросил: «ГГ, выпьешь?» Сэлянь как раз пребывал в раздумьях, поэтому рассеянный принял чашу и опрокинул в рот. Осознание того, что это было вино, заставило его взгляд проясниться. Кто же мог подумать, что принц весьма удачно посмотрит за спину Хуа Чена и тотчас увидит ту самую девушку с вином, которая кокетливо ему подмигнет, принц так и прыснул. К счастью, вино он уже проглотил, и потому ничего не выплеснулось наружу, принц лишь подавился и закашлялся. Лан Ин так напугался, что уронил на стол пирожное. Сэлянь, все еще кашляя, обратился к нему. «Все в порядке, в порядке». Хуа Чен аккуратно похлопал принца по спине. «Что с тобой? Неужели вино не пришлось ГГ по вкусу?» Сэлянь поспешно ответил: «Нет, вино отличное. Просто я вдруг вспомнил, что мой путь самосовершенствования запрещает употребление вина». Хуа Чен: «О, моя вина, что не подумал об этом. Из-за меня ГГ нарушил обет». Сэлянь: «Ты здесь ни при чем. Я сам совершенно об этом забыл». Он потер точку между бровей, отвернулся и незаметно бросил взгляд в центр главного зала. Девушка, что подала вино, сейчас шла, покачивая бедрами, спиной к принцу. Ее походка выглядела поистине соблазнительно и многообещающе. Хуа Чен смотрел только на кушанье перед собой, или же все его внимание доставалось принцу, а очаровательных девушек он не удостаивал даже взглядом, поэтому, разумеется, не присматривался к лицам красавиц. Однако Сэлиню хватило случайного взгляда, чтобы сразу разглядеть. Разве он мог не увидеть, что прелестницей, подавшей вино, оказался повелитель ветров Цинсюань? Чтобы проникнуть в дом блаженства, его превосходительство повелитель ветров не постеснялся обернуться женщиной и затесаться в ряды служанок. Сэляня не на шутку потряс момент, когда повелитель ветров подмигнул ему, и принц едва удержался, чтобы не выразить мысль вслух. «Ты специально подошел с вином, чтобы сгладить потрясение». В этот момент он услышал слова Хуа Чена. «Кстати, о самосовершенствовании. Раньше я считал, что им занимаются, чтобы обрести свободу делать, что вздумается, и получать удовольствие от этого. Но если приходится отказываться то от одного, то от другого, не лучше ли вообще забросить всякое самосовершенствование? Как ты считаешь?» Сэлянь мгновенно поборол потрясение и, словно ничего не случилось, поддержал разговор. Смотря какой избрать путь, некоторые школы самосовершенствования не придают этому особого значения. Но на таком пути, как у меня, обыкновенно требуется отказаться от вина и плотских утех. И если вино иногда разрешается, то на последнем стоит непреложный запрет. Хуа Чен, услышав о запрете плотских утех, слегка приподнял правую бровь. При этом выражение его лица осталось не до конца ясно, казалось, он обрадовался, но в то же время будто столкнулся с небольшой проблемой. Сэлянь добавил: «Честно говоря, существует также запрет на проявление гнева. К примеру, следует отказаться от большой радости или большой печали во время азартных игр, когда душа более всего подвержена порождению негативных эмоций. Но если держать дух в узде и не поддаваться чувствам, независимо от результата, вовсе не обязательно отказываться от азартных игр навсегда». Хуа Чен, послушав, рассмеялся. Неудивительно, что ГГ решил наведаться в игорный дом.
Окольными путями Селиню все-таки удалось естественным образом повернуть разговор в русло игры. Принц произнес: «Кстати говоря, Сань Лан владеет просто волшебными навыками игры в кости». Хуачен: «Ничего такого, лишь чистое везение». Сравнив его везение со своим, Сэлянь в душе не смог удержаться от огорчения. «Мне в самом деле очень любопытно, только не смейся надо мной. Сань Лан, неужели действительно существует тайная техника бросания костей? Ведь если такой техники нет, Хуачен не смог бы, управляя его руками, выбросить именно то число, которое хотел. И посланник убывающей луны тоже не смог бы с первого раза выбросить 2 шестерки». Хуачен же усмехнулся: «Разве я когда-нибудь смеялся над ГГ? Тайная техника действительно существует, но ее нельзя изучить за один день, и к тому же она дается не каждому». Сэлянь примерно такого ответа и ожидал. Однако Хуачен добавил: «Но я могу показать тебе один быстрый способ. Ручаюсь, ты с легкостью им овладеешь, и он приведет тебя к 100 побед в 100 сражений». «Что за способ?» Хуачен вытянул правую руку. Ту самую, на среднем пальце которой яркостью бросалась в глаза красная нить, завязанная маленьким бантиком на тыльной стороне ладони. Он сказал Сэлиню: «Дай мне руку». Сэлянь ничего не понял, но раз уж Хуачен сказал, принц подчинился. Рука Хуачена не излучала тепла, но и льдом от нее не веяло. Он недолго подержал Сэляня за руку, после чего с легкой улыбкой достал кости и бросил на стол со словами: «Попробуешь». Сэлянь, про себя повторяя пара шестерок, взял кости, бросил сам, и когда кости замерли, на них действительно выпали 2 ярко-красные шестерки. Принц изумился: «Что это за магия?» «Хуачен, никакой магии, просто я одолжил ГГ немного удачи». Сэлянь, все еще потрясенный, спросил: «Оказывается, удачу тоже можно одолжить, как и магические силы». Хуачен усмехнулся: «Конечно, можно. В следующий раз, если ГГ соберется с кем-то сыграть, сначала зайди ко мне. Я одолжу тебе столько, сколько пожелаешь, и ты гарантированно сможешь разгромить противника так, что он и за 100 лет не оправится от удара». Они сыграли друг с другом еще несколько раундов ради забавы, и Сэлянь убедился в правдивости слов Хуачена. Затем заявил, что немного притомился, и Хуачен, приказав своим людям позаботиться о Лан Ине, лично проводил Сэляня к месту отдыха. Когда его фигура в красных одеждах неторопливо удалилась, Сэлянь, проводив его взглядом, закрыл дверь и сел за стол, подперев рукой лоб. Чем большую заботу о нем проявлял Хуачен, тем сильнее Сэляня грызла совесть. Принц подумал: Сань Лан обращается со мной просто безупречно. Надеюсь, что он действительно никак не замешан в этом деле. Когда истина раскроется, я немедленно все ему расскажу и принесу извинения». Принц просидел так совсем недолго, когда услышал, как кто-то снаружи тихо позвал: «Ваше Высочество, Ваше Высочество, Ваше Высочество!» Наследный принц, услышав голос, Сэлянь немедленно открыл дверь. Человек за дверью проскользнул внутрь, оказавшись Ши Цинсюанем в женском обличии. Она все еще носила наряд служанки мира демонов, платье из газовой ткани, тонкое, но не вульгарное, плотно облегающее все изгибы фигуры. Едва оказавшись в комнате, повелитель ветров повалился на пол и принял мужское обличие, затем прижал руку к груди и воскликнул: «Воздуха, воздуха, мать честная, я чуть не задохнулся в этом наряде». Сэлянь сразу закрыл за ним дверь, а когда обернулся, увидел следующую картину: мужчина в соблазнительном пурпурном платье лежит на полу и срывает с себя лиф и пояс от верхнего одеяния. Не в силах смотреть на это, принц закрыл глаза рукой и воскликнул: «Ваше превосходительство, ваше превосходительство, вы не могли бы и переодеться в белые одежды заклинателя?» Ши Цинсюань ответил: «Я что, похож на дурака? Посреди ночи носить ослепительно белый наряд заклинателя? Я ведь так превращусь в живую мишень». Сэлянь подумал: «Но в таком виде ты, в каком-то смысле, еще больше походишь на мишень, которая бросается в глаза и вызывает желание надавать тумаков». Присев рядом, принц спросил: «Ваше превосходительство, как вы сюда пробрались? Мы же договорились, что встречаемся в назначенном месте через 3 дня». Ши Цинсюань: «Но что мне оставалось делать? Я узнал от прохожих,
что вас увели в дом блаженства, а ведь это гнездо самого князя демонов. Даже название звучит неприлично, а поглядев на него издали, я решил, что это наверняка самый настоящий притон, полный соблазнов. Я беспокоился о вашей безопасности, поэтому потратил неимоверные усилия, чтобы пробраться сюда. В этот раз мне поистине не везет, то какие-то дамочки утащат на процедуры для лица, то приходится выносить унижение ради важной миссии, одеваясь подобным образом мне никогда еще не приходилось идти на столь огромные жертвы. Сэлянь подумал, но ведь совершенно очевидно, что твое превосходительство наслаждается процессом, вслух же сказал. А где же его высочество Тайхуа? Ши Цинсюань, избавившись от лифа, стянувшего грудь, наконец, отдышался и растянулся на полу, восклицая. Не извольте волноваться, на правах старшинства я приказал ему больше не действовать необдуманно. Думаю, с ним все будет в порядке. Кстати говоря, ваше высочество, удача и впрямь благоволит вам. Сэлянь переспросил. Мне-то благоволит удача. Ши Цинсюань. Именно, мы с Цаньцу попадаем в такие передряги в призрачном городе. То подвесят к потолку и дергают за пояс, чтобы опозорить, то бросят болтаться по улицам, словно бездомных псов, и не найдется места, где нас бы приютили, а вы накормлены, напоены, жильем обеспечены, да к тому же сам собиратель цветов под кровавым дождем развлекает вас, как дорогого гостя. Подобное сравнение оказалось поистине убийственным. Ши Цинсюань наконец поднялся с пола. Ну так что, ваше высочество наследный принц, вы еще не забыли о миссии, с которой мы сегодня явились в призрачный город. Сэлянь совершенно серьезно ответил. Разумеется, не забыл, только что в зале блаженства я как раз готовился к ее выполнению. Ши Цинсюань с сомнением спросил. Правда, и какие же приготовления вы делали в зале блаженства? Я припоминаю только, что вы играли в кости с собирателем цветов под кровавым дождем. И не просто играли, а то вы подержите его за руку, то он вас. Это что, какие-то новые правила? Сэлянь, ваше превосходительство, оставьте эти странные разговоры, мы всего-то обменивались опытом. Я обнаружил в доме блаженства кое-какие зацепки, и как раз пытаюсь их распутать. Чтобы продолжить расследование, потребуется немного удачи. Он вытянул сжатую в кулак руку, будто что-то поймал, и сосредоточенно нахмурился. И я позаимствовал ее. Они бесшумно покинули комнату и спустя час успешно добрались до той самой двери. Сэлянь подошел к статуе, вынул игральные кости, которые Хуа Чен ему подарил, на мгновение задержал дыхание и легонько бросил. Послышался тихий стук, и на блюде, как ожидалось, выпали две ярко-красные шестерки. Сэлянь облегченно выдохнул. Но стоило ему вспомнить, что удача, которой он воспользовался, была позаимствована у Хуа Чена из рук в руки, в душе он почувствовал себя еще более скверно. Увидев его виноватое выражение, Ши Цинсюань похлопал принца по плечу и произнес. «Мы зашли так далеко, что вам следует воспринимать все это чуть менее серьезно. Но будь я на вашем месте, то даже если бы Цзюнь умолял, я бы не согласился участвовать в этом деле, во избежание сделки с совестью». Сэлянь покачал головой и подумал, что Ши Цинсюань не слишком хорошо знает Цзюнь-У. Их миссия действительно представляла собой некоторые трудности для Сэляня, и Цзюнь-У это было известно. Насколько Сэлянь знал Цзюнь-У, в подобной ситуации владыка никогда бы не предложил ему пойти на такое задание, а наверняка отправил бы другого небожителя. И все же Цзюнь-У, прекрасно зная, что тем самым поставит Сэляня в неловкое положение, спросил у принца согласия на участие. Такой поступок мог означать лишь одно. Цзюнь-У не нашел другого подходящего кандидата, и лишь поэтому, когда не осталось иного выхода, обратился к Сэлиню. Кроме того, невозможно было оставить без внимания странное совпадение. Пропавший небожитель послал сигнал о помощи 7 дней назад, аккурат в то же время, когда Хуа Чен покинул принца. Сэлянь тяжко вздохнул, забрал кости с блюда и толкнул дверь. За ней больше не было той обыкновенной комнатки, внутри оказался зияющей чернотой. Спуск под землю, вглубь которого вела ступенчатая лестница. Изнутри со свистом вырывался холодный ветер. Сэлянь и Ши Цинсюань переглянулись и кивнули друг другу, затем начали спускаться вниз, один впереди, другой следом.
Ши Цинсюань, шедший первым, щелкнул пальцами и зажег пламя на ладони, освещая ступени под ногами. Сэлянь осторожно захлопнул дверь, прикрывая путь к отступлению. Пока они спускались, Сэлянь решил заодно кое о чем поинтересоваться у Ши Цинсюаня. «Ваше превосходительство, не припомните ли в чертогах верхних небес за последние годы случаев низвержения небожителей? Я имею в виду, помимо меня. Ши Цинсюань, припомню. Но почему вы спрашиваете, Сэлянь? Потому что я увидел на руке посланника убывающей луны в призрачном городе проклятую Кангу. Это мог быть только чиновник верхних небес, ведь так?» Ши Цинсюань удивленно спросил, что, проклятая Канга, собиратель цветов под кровавым дождем настолько распоясался, что сделал бывшего служащего верхних небес своим подчиненным. Сэлянь, не думаю, что здесь подходит слово «распоясался». Все-таки тот человек уже не относится к пантеону небесных божеств. Это его личное дело, кому отправиться служить. Я и спрашивать бы о нем не стал, только вот заметил, что этот демонический посланник странно себя ведет. Меня это обеспокоило, поэтому я хотел бы узнать у вашего превосходительства, нет ли у вас предположений по поводу его личности. Ши Цинсюань, задумавшись, ответил. За последние годы действительно кое-кого низвергли, бога войны Запада. Ох и громкое было дело. Бога войны Запада. Но разве это не тот самый Цуань Иджень? Ши Цинсюань же добавил. Однако мне думается, что вышеупомянутый его высочество ни за что не стал бы служить посланником мира демонов. Поскольку он благородного происхождения, да и не в его характере подобная переменчивость. Но если так, почему же тогда его низвергли? Сэлянь хотел задать еще вопрос, но каменная лестница высотой более 60 ступеней закончилась как раз в этот момент, их ноги коснулись ровной земли. Перед ними возник подземный ход, по которому могла пройти шеренга из 5-6 человек. Путь был один, впереди зияла чернота, позади осталась лестница, ведущая наверх, слева и справа, толстые стены. Так что им не пришлось раздумывать, куда идти, оставалось лишь продвигаться вперед. Но только, когда путники прошли более 200 шагов по подземелью, дорогу им преградила ледяная каменная стена, возникшая прямо перед глазами.